колония была похожа на ад. Советскую власть мы разлюбили вскоре после окончания войны. Мы не должны присмыкаться перед властью. Возникла идея Сталина погасить. Я пришел домой вечером, в комнате обыск. И меня увезли. Сталинизм из нашего времени кажется эпохой тотального страха перед репрессиями и такого же тотального молчания. Но были те, кто не молчали. Весной 1946 года трое школьников из рабочего поселка Челябинского тракторного завода создали тайный кружок и принялись от руки писать листовки к рабочим с призывами бороться против системы. Юных революционеров звали Миша Ульман, Саша Поляков и Гений Гершович. Кульминацией их борьбы стал символический вызов самому вождю народов. Активно было трое, на самом деле. Гершович, Поляков и я. Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей социалистической родины. Мы верили, что мы чего-то добьемся. Нас заставляли произносить: гениальный товарищ Сталин, гениально предложил, гениально изменил. Ваше превосходительство, генералиссимус. За великого вождя народов Советского Союза, за нашего любимого друга, отца и учителя, за товарища Сталина! И все эти слова так противоречили тому, чему нас учили те самые учебники, что мы были уже достаточно взрослые, чтобы это понимать. Культ личности. В январе 1946 года я хотел вступить в комсомол. Ну, скоро в комсомол переходить надо. Это все-таки стаж. Да, это стаж. А в марте, через 2 месяца, мы стали антисоветчиками. В общем, понимали, что советская власть почти фашистская. Комсомольцем я не был. Пионером я был, в 4 классе вступил, но тут война началась, мы все сняли. Я, во всяком случае, помню, я галстук терпеть никогда не мог с первого дня. Вот чисто физиологически, вот чтобы у меня вот тут застегнуто было, я шарф никогда не носил и никогда не застегивал вот эти пуговицы. В Нюрнберге шел процесс над немецкими преступниками. Мы пришли к выводу, что советская власть, советское правительство преступное. И мы говорили между собой, что если бы сейчас был бы процесс над советскими главными преступниками, Сталиным, Молотовым, Ворошиловым, мы никому не хотели смертной казни. Мы думали, что кому-то 10 лет, кому-то 5 лет. Под знаменем преобразующего мир учения марксизма-ленинизма Коммунистическая партия Советского Союза приведет советский народ к полному торжеству коммунизма. Глава 1. Знакомство с ребятами. Саша Поляков, Миша Ульман и Геня Гершович учились вместе в 48-й школе рабочего поселка Челябинского тракторного завода. Но их семьи оказались здесь поневоле. Мой папа был в ноябре 1941 года эвакуирован вместе с Кировским заводом в Челябинск. Челябинск на ЧТЗ в кратчайшие сроки были эвакуированы крупнейшие тракторные заводы страны. Предприятия привезли не только оборудование, но и людей, которых нужно было разместить, накормить, вылечить. Поступила команда эвакуировать предприятие. Немцы уже подошли к Петербургу, начали обстреливать, и какой-то период времени Кировский завод работал под артобстрелами.
Вот. И в этих условиях там, было невозможно продолжать. Было принято решение эвакуировать предприятие в Челябинск. Блокированный Ленинград все время имел какие-то щели, через которые проскакивали машины. Так что он не по озеру, через Ладожское озеро. Каким-то образом добрались километров 100 от Ленинграда, а там на самолет и самолетом в Челябинск. В Ленинграде уже началась блокада, уже выдача хлеба была минимальна, и поэтому эвакуация проходила в очень тяжелых условиях. Мало того, что была и очень холодная осень, и не было и отопления, ничего, и был еще и голод. Поэтому условия, в которых проходила эвакуация нашего завода, это архисложная ситуация. Это люди, ну, просто чисто герои. Да, просто они делали вот это дело, они понимали, что они это делают на благо сохранения нашей Родины, и поэтому отдавали все свои силы. Из Челябинска мой папа вызвал маму и меня, чтобы приехать. Должен был вызов через завод, нужен был документ, что почему человек едет, потому что ограничения на поездки были невероятные совершенно. Но мы имели какую-то вот охранную грамоту, какую-то бумагу, что мы едем, мама едет к своему мужу, а я еду к своему отцу. Едем, и мы ехали даже пассажирским поездом, не теплушкой. Через Свердловск. В общем, мы добрались до Челябинска. В Челябинске мы с самого начала жили на подселении, это называлось. То есть это была комната в квартире, одна комната в квартире, в которой жила одна женщина. Она была хозяйкой комнаты. Хотя нас подселили, не она нас принимала, не она разрешала, но все равно было слово «хозяйка». Не соседка, а хозяйка. Так что мы жили, комната метров 16, на одной стороне хозяйка, и на другой стороне мы трое. Ну, загораживались мы какими-то простынями. Это мой дедушка Абрам Гершович, которого вот арестовали в 1934 году, и он погиб в лагерях. Это моя бабушка. Бабушка с 2 детьми. Ее тоже вызывали, и, как папа рассказывал, что следователь ей сказал, что типа уезжайте, иначе мы вас тоже арестуем. И она уехала в Челябинск, потому что там жили ее родственники. Она туда уехала с 2 детьми, соответственно. Ну и там осталась. У Евгения Гершовича, который, кстати сказать, не играл, но он очень талантливый, очень яркий. Но я бы не сказал, что он был самый главный из советских. У него отец был арестован в 1937 году и, наверное, видимо, погиб. Как тогда говорили, безотцовщина. Правда, молодая мама? Пошла работать, она была учительница. Преподавала русскую литературу, то есть она работала, какое-то ей жилье там дали, соответственно, комнату в коммуналке, и они жили в комнате в коммуналке в какой-то, в одной, потом в другой. При этом неправильно будет думать, что мы были голодные подростки. Голода в Челябинске у нас не было. Было постоянное недоедание. Мы все были из обеспеченных семей. Просто это не нехватка витаминов, а нехватка самых элементарных минералов. В общем, все время хотелось есть. Когда группу наших ленинградцев привезли в Челябинск, они долго ехали на поездах, да, по всей России, долго ехали, истощенные были и голодом в Ленинграде. Ну и челябинцы хотели их торжественно встретить. Они в столовой накрыли праздничный обед для них, да. Ну и в этот момент пришли врачи и запретили ленинградцам садиться за эти столы. Потому что это действительно так. Если бы люди после блокады съели бы то, что им было предложено, это привело бы к смерти.
И приходилось этих людей откармливать сначала потихоньку, маленькими порциями, чтобы они постепенно набирали силы, а потом уже были. Рабочие наши были эвакуированы еще и с семьями. И жены, и дети, которые были с ними, они тоже сюда приехали, они тоже испытывали все вот эти тягости. Вот солдаты идут по степи опаленной, тихо песню поют про березки до клены. Глава 2. Рабочий поселок. Тракторный завод построили на окраине Челябинска в годы первой пятилетки, в начале 1930-х. Когда был построен в Челябинске ЧТЗ, Челябинский тракторный завод, он был построен в нескольких километрах от города, и это были 4-этажные дома. В каждом по 3 комнаты. Очень примитивно сделано, тем не менее, это были каменные дома, это были кирпичные дома с паровым отоплением и так далее. То есть с канализацией, то есть более-менее, условно говоря, современные. В Челябинске был применен впервые в мире, можно так сказать, конвейерный способ сборки танков. Поэтому для того, чтобы наладить вот это производство, это тоже был необходимы героические поступки от людей. Действительно так, потому что приходило оборудование, даже его приходилось ставить просто на фундамент, который не имел ни стен, ни потолка, уже подключать это оборудование, и чтобы оно производило продукцию, а уже после того оно обрастало и стенами, и потолком. В 1941 году сюда эвакуировали тракторные заводы из Ленинграда, Сталинграда и Харькова. На Челябинском тракторном заводе всю войну делали танки. Возглавлял ключевое оборонное предприятие Исаак Зальцман. Король танков. За границей его также называют русский Форд. За то, что он за достаточно короткий период времени сумел организовать достаточно эффективное производство танков на Урале. Сумел всех этих людей сплотить, направить на то, чтобы быстро производить танки. О качестве наших машин пишите нам из Берлина. Такова просьба директора завода, героя социалистического труда товарища Зальцмана. Где-то в литературе про деда написали, что это бархатный орешек с металлом внутри. Зальцман хотел полного подчинения. Он был очень жесткий руководитель. Очень жесткий и, я бы сказал, жесткий, жестокий. И, наверное, можно посильнее слова сказать. Беспощадный. Вспоминают о нем, что он был очень требовательный человек. Но прежде всего он был требовательный к себе. Понимаете, потому что когда он принимал решение, он, наверное, был на 99% уверен в том, что он прав и что надо делать именно так. Тяжелых танков. По 311-му Челябинскому Ленинскому избирательному округу баллотировался в народные депутаты Герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии, директор Кировского завода товарищ Зальцман. Во время передачи, посвященной деду, были звонки в прямой эфир от детей сотрудников завода, от самих ветеранов. И многие из них со слезами и с дрожащим голосом благодарили, через бабушку благодарили деда за его заслуги, за то, что он сделал для города, сделал для сотрудников завода. Потому что сделал он действительно немало. Свои нравы, усвоенные в Москве, когда он несколько месяцев пробыл в роли наркома, то есть, скажем, теперь министра, он, конечно, после этого вернулся с ощущением, что он не простой директор, а директор Божьей милости. Сталин очень хорошо относился к Исааку Моисеевичу за то, что он действительно мог принимать грамотные, правильные решения, которые изначально казались неправильными. Директор огромнейшего завода, который выпускает танки. Танков на улице было, конечно, больше, чем машин. Машин тогда было очень мало. Как он обещал на старте Сталину, что, говорит он, мы будем печь
пушки как пирожки. Так оно и случилось. То есть посидеть в танке, который идет, для мальчишек не было проблемы. Глава 3. В гостях у Зальцманов. Поскольку ты являешься, безусловно, членом его семьи, дружина поручает тебе взять разговор с отцом на себя и пригласить его к нам. Товарищ, так же нельзя разговаривать. Да, и пригласить его к нам. И рассматривать как свое первое пионерское поручение. Понял? Я учился в одном классе с Леней Зальцманом, моим ровесником, сыном Исаака Моисеевича Зальцмана. И впоследствии был приглашен в его дом на дни рождения и так далее и тому подобное вещи. Так что я видел, как живут на Олимпе. Рассказывает одноклассник Лени Зальцмана Юрий Тимофеевич Морозов. Леня Зальцман – это был сытый, хорошо ухоженный, хорошо одетый человек. А я, например, дважды падал у доски в обморок голодный. Уровень жизни был, безусловно, различный. Держался очень скромно в классе, очень скромно. Ну, ни разу не говорил, папе скажу, все-таки 6 класс, 13 лет. Могу сорваться, очень спокойно. Ел при нас свои булочки, которые он брал из дома, это могло быть. Отказывался, когда были какие-то школьные завтраки, бонусы, он не брал. Некоторые дома были построены повышенного качества. Они были лучше сделаны, и лучше комнаты, и все прочее подобные вещи. Они назывались инорцы. У Зальцмана была квартира 8 комнат. Таких квартир никто не строил. Каждая квартира 4 комнаты. Подъезд. Пробили стенку между соседним подъездом, получилось 8 комнат. Я думаю, что у деда была квартира, там, достойная его звания и его должности. Он на тот момент был наркомом танковой промышленности, но это как министр промышленности, там, сравнимо с сегодняшним днем. Ну, какая может быть у него квартира? Конечно, у него была соответствующая квартира. У бабушки там было пианино, на котором она занималась. Ну, по-моему, оно стояло в отдельной комнате. У Лени дома мы бывали чрезвычайно редко. Я просто считанные разы у Лени Зальцмана. Но на день рождения нас позвал. Вот там я впервые увидел Чаплина. Потому что вертелась машина, и на стене я увидел Чаплина. Глава 4. Революционеры. Я могу вам сказать, я не капитан, не командир, а такой же, как и вы, пионер-мальчишка. Люди идут на фронт бить ненавистных фашистов. Нам же надо много работать. А как работать, нам расскажут взрослые, комсомольцы, партийцы, военные. Надо работать топором, молотком, лопатой в поле, лесу, огороде. Была игра, но на нашей земле война. Игра кончена! Поляков, Ульман и Ершович, как и другие советские школьники, воспитывались на классической и революционной литературе и были уверены, видеть несправедливость и мириться с ней постыдно. Первоначально у нас была идея, что мы всеобщая справедливость. Знаешь, когда человек прав, он не должен бояться ничего на свете. Как большую наивность, потому что в гигантской стране, в которой мы жили, влияние такого кружка ничтожно, а мы верили, что мы чего-то добьемся. Где-то в 7 классе мы начали думать, разговаривать о тех вещах, зачем строят большое здание театра на территории, когда людям вместо сахара выдают селедку. Потом мы начали читать, в частности, историю партии. Мы там вычитали, что партия не должна обслуживать власть. Давай. Ну? Все. Нет, еще раньше. Ну-ка.
Молодец, мальчик. Ай, спасибо. А еще гимназист. В общем, 7 класс – это политическое созревание. Вовлечение вот в политику. Это была очень наивная вещь, говорил папа. Сейчас мне даже про это рассказывать стыдно. Такая детская я была. Ну, 14 лет. Нас учили, что не следует обожествлять вождей, и тут же их обожествляли. Это искажение революционной доктрины и тех идей, которые легли в основу вообще революции. В общем, не надо думать, что в 15 лет человек ничего не понимает. Троцкисты зиновьевцы, которые являются врагами рабочего класса трудящихся. Глава 5. В группе появляется девочка. А ты кто? Как ты сюда попала? Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили. А что это все значит, а? А вот оставайся с нами. Садись и слушай. И тогда тебе все будет понятно. Мальчики и девочки учились в те годы раздельно, но общались после школы. Так в группе появилась девочка Валя Глухова. Девочка, которая старше была нас всех из моей квартиры. Валя Глухова. И она в этот момент была школьницей, и она находилась там в эвакуации вместе с родителями. Она была вообще родом из Рязани, и ее родители были эвакуированы вместе с заводом. Ни я, ни кто-либо из общих знакомых ничего об этой истории не знал. Своей семье Валя потом рассказывала только одно. Мол, с ребятами они хотели поднять восстание против Сталина. Я могу сказать, что я-то ее застал уже в пожилом возрасте, но, насколько я могу судить, она была, скажем так, достаточно ярким и харизматичным человеком, и девочкой, и женщиной с яркой внешностью. Она, скажем так, пользовалась успехом, безусловно. Она была взрослая, и когда мы обсуждали книги с ней, то, конечно, она подходила, когда книги обсуждали, она подходила по-взрослому. Очень многие ситуации чисто взрослые она замечала, а я мог не замечать. Ей на тот момент было 18 лет, она 1928 года рождения. Больше всего боялся за нее. Ей больше 18 лет. Она никогда никак не высказывалась по поводу, так сказать, диссидентской деятельности. Она никогда не высказывалась как-то в целом отрицательно по поводу Советского Союза, и у нее не было каких-то таких знаете, как бывает, когда человек не любит советский режим, ненавидит систему, этого не было ничего вообще. Если бы эта история для нее была важна с точки зрения, так сказать, если бы она считала эту историю важной, она бы наверняка об этом рассказала. Конечно, то, что друзья ее молодости об этом ничего не знали в 50-е годы, в 60-е, это понятно и естественно. Любой разумный человек тогда о таких вещах молчал. Молодежь отвагою полна в нашей стране. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, не прошли до... Молодежь, как сталь закалена, Глава 6. Протест. Из книжек про русских революционеров ребята знали, что борьба начинается с листовки. И весной 1946 года они написали свое первое воззвание к жителям рабочего поселка Челябинского тракторного завода. Пиши крепче, смелее пиши. Я пакет сам передавать буду. Хорошо, пишу крепче. В марте 1946 года мы решили, что мы напишем такие листовки, бумажки. Товарищи, вы живете ужасно, вас обманывают и так далее, подобные вещи. В начале апреля начали разбрасывать. Их листовки были примерно такие, они были антисталинские, они не были антисоциалистические. Это как бы на фоне вот этого вот разочарования про то, что, условно говоря, революционные идеалы были преданы. Мы были же мальчишки, и эти наши сообщения нам самим казались на «вы», а окружающим, они иногда окружающих поражали. Темно, 9-10 вечера.
Мы выходили на улицу, я, скажем, хлебным мякишем листовку наклеивал на дверь хлебного магазина. А утром, когда очередь стояла, ждала открытия магазина, я подходил и издали смотрел. Человек 8-10 в очереди. Эта женщина вслух читает. Вы не смотрите, что это детским почерком написано. Это он писал. Народ восхищался смелостью. Но совершенно им казалось в порядке вещей рабское отношение к начальству. У нас не было бумаги, на которой можно было написать листовку. Не было бумаги. Поэтому Гений Гершович, у которого мама была учительница 2 класса, вырывал, знаешь, как из тетрадки, из серединки, страничку никто не видит и никто не знает. У нас снабжал нас немного бумагой. Он не заметил, что было написано на другой стороне бумаги, где мы писали. Ученица 2 класса 18-й школы. Так что я думаю, что это одна из вещей, которые привели сыщиков к нам очень быстро. В какой-то момент работы стало так много, что ребятам помогали еще 4 мальчиков. А потом они решились на настоящую политическую акцию. Ну, пожалуйста. Садитесь. Очень рад приветствовать дорогих гостей из Новой Уды. Садись, тетя Серёныч. Да ничего, ничего. А мы вместе. Вдвоем. Вдвоем веселее. Садитесь. Это была арка, металлические конструкции, 2 металлических конструкции, с одной стороны, с другой стороны, и это вот такое, и машины проезжали под этим. А на ней была вот такая планка, и лампочки, значит, дырочки, электричество, значит, было проведено, было написано «Слава великому Сталину». Возникла идея не у меня. Где-то, наверное, был выключатель. Свет погасить. Они горят ночью. Охраны там нет. Мы были 3. Геня стоял вот так. Шура залез ему на плечи и достал этот самый. А я стоял на стреме. То есть я стоял и смотрел, не идут ли кто-нибудь так. Погасло, может быть, замыкание. Глава 7. Арест. К концу мая 1946 года ребят вычислили. Вот как это удалось госбезопасности. В середине урока входит завуч. И был 5-7-минутный диктант. На отдельные слова. Таких диктантов не дают. Знаешь, мама где диктовала, дают тексты из Тургенева, тексты из Пушкина, тексты из детской литературы, неважно, но, во всяком случае, на отдельные слова. Что-то было подозрительное в этом, потому что какие-то слова совпадали из тех, которые мы писали. Но не сильно совпадали. Тем не менее, было слово «товарищ». 5 или 7 минут. И забрали. То есть кто-то разбирал почерка. Вы понимали, что если вас поймают во время разбрасывания листовок, то это будет плохо. Первым арестовали Гершовича, потом Полякова и Ульмана. Я пришел домой вечером, папа смотрит на меня, в комнате обыск. Они искали очень долго, если учесть, что ничего не было у нас. То есть все эти вещи можно пересмотреть за 15-20 минут. У меня забрали все школьные тетрадки. Тетрадок же не было. Писали на какой-то, черт знает какой бумаге. Все школьное забрали. Какую-то книжечку, где я записывал какие-то изречения и все прочее. И меня увезли. Это было 27 мая 1946 года. Вот и был я там до 11 июня. Всех забирали часа на 3. Суд был. Взяли только 2, Геню и Шуру. Следствие проходило так. Ты ложишься спать. Через 15 минут стучат в дверь. На букву «Г» кто тут? Пошли. Садись. Садишься. Что бы тебя еще спросить-то? А, вот там. Это ты говорил? Ну, отвечаешь, говорил, не говорил. Он чем-то там занимается, ты сидишь. Чуть начинаешь, было повесил. Не спать. Сзади тебя стоит солдат.
который тебе не дает, значит, ни спать, ни встать, ничего. Единственное, что можно назвать пыткой, потому что я должен сказать, что не было пыток. Единственное, конечно, это когда человек уже засыпает, в этот момент допроса очень тяжкий. Мы ожидали что-то подобное. В августе 1946 года Полякова и Гершовича приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии по статье 58.10 «Антисоветская пропаганда и агитация». Ульмана освободили от ответственности, так как ему еще не было 14 лет. Валю Глухову и остальных просто допросили. Он рассказывал не столько о кружке, сколько о тюрьме, о лагере детском. Это было настолько страшное впечатление, что все остальное оказалось не таким. На суде прокурор просил нам дать условно сразу. Но судья почему-то нам двоим дал, значит, по 5 лет. А Мишку Ульмана выпустили, поскольку ему в момент совершения преступления еще и 14 не было. А судить по 58 можно было только с 14. Это было очень страшное место. Такое страшное, вот его подельник, которого тоже посадили, Геня Гершович, его потом посадили 2-й раз. Просто товарищ Сталин придумал всех, которые сидели, посадить 2-й раз в 1949 году. И он был в колонии для взрослых. Он сказал, никакого сравнения с ужасом детской колонии. Первый арест, мне кажется, эмоционально был ему тяжелее всего, потому что, они, в общем, были же детьми еще. И, наверное, никто не ожидал. Прокурор даже просил дать им условно, потому что это были дети. А судья дал реальный срок, и их отправили в лагерь Адлян. Это в Челябинской области лагерь для подростков. Вот про Адлян папа всегда говорил так, что Адлян – это ад. Это был ад. Детская колония была похожа на ад. Там было постоянно, если кто-то кому-то не понравился бригадиру, он уже не словом ограничивается, а сразу у него 3-4, так сказать, подпевалы начинают колотить этого провинившегося. Знаете, до сих пор, уже сколько лет прошло, фильмы о тюрьме Саша не может видеть. Он сразу говорит, немедленно выключи. Потом была апелляция. Прокурор даже подал на апелляцию. Прокурор подавал на апелляцию, и их выпустили после этого. Мы там, значит, были, где-то с конца августа, сентябрь-октябрь, 2 с небольшим месяца. В конце октября нас, перед 7 ноября, я помню, мы уже были дома. И нехорошо. Не так надо помогать товарищам. Директор Челябинского тракторного завода, всесильный Исаак Зальцман в конце 40-х годов попал в опалу, но избежал ареста. Его сын Леня жил в Ленинграде, стал ученым-робототехником. В конце жизни увлекся космогонией и разрабатывал модель бесконечной иерархии миров. Умер в 2019 году. После 1949 года им пришлось переехать в Муром, и дед там работал обычно мастером на заводе. Потому что Сталин, когда принимал по нему решение, там стоял вопрос либо расстрел, либо какая-то другая мера наказания. И он в тот момент спросил, кем Зальцман начинал. Ему ответили, что он начинал обычно мастером на заводе. Он говорит, тогда пусть мастером на заводе и продолжает работать. Мишу Ульмана родители тут же отправили в Ленинград. Он стал известным ученым-китаистом. В 70-е эмигрировал в Израиль, а оттуда в Австралию. Умер в 2021 году. У меня было немного детства в детстве. Но я принимаю свою жизнь такой, какой она была. Вместе с ним в Ленинград из Челябинска от греха подальше отправили Валю Глухову. Она тоже стала ученым. Работала в Ленинграде в зоологическом институте РАН, специализировалась на изучении мокрецов. Умерла в нулевые. Она была человеком очень, скажем так,
очень общительным, очень открытым, иногда очень резким в отношениях, в каких-то суждениях своих, да, достаточно амбициозным в научном смысле. Но ее интересовали абсолютно другие вещи. Ее интересовала собственная научная деятельность, научные результаты, научная карьера. Саша Поляков уехал с мамой из Челябинска, сменил фамилию на Воронель, впоследствии стал диссидентом и борцом за права евреев в СССР. В 70-е годы эмигрировал в Израиль. Эта детская игра его продолжалась всегда с опасностью для жизни, и каждый раз он опять начинал снова. Гений Гершович остался в Челябинске, поступил на истфак педагогического института, но был повторно арестован. Вышел после смерти Сталина, принципиально работал токарем, не хотел врать, занимаясь гуманитарной наукой. Умер в 2016 году в Санкт-Петербурге. Он очень грустно сказал, что в этом месте еще долго ничего хорошего не будет. Это было в 2014 году, после Крыма, что, ну вот ясно, что тут будет такое болото, ничего хорошего не будет еще долго-долго, может быть, лет 30, что ждать тут ничего хорошего не приходится. Грустно сказал папа. Начинается Родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. С чего начинается Родина? Родина